Доброе время суток, мои дорогие друзья и гости канала Ирина Огонек. С вами я, Ирина. И сразу же с порога в бой. Мы все в данный момент находимся не в очень, так скажем, хорошем положительном материальном положении. И поэтому приходится иногда экономить, иногда выдумывать что-то невыдумчивое. Ну, в общем, не знаю, как у вас, но у меня так и происходит. Я живу довольно на, так скажем, сжатом бюджете. Покупаются практически один раз в месяц продукты, и из этих продуктов готовится целый месяц. Естественно, из одних и тех же продуктов приготовить какое-то разнообразие — это очень тяжело. Ну, как говорится, приходится шевелить вот этим. Не знаю, что там есть, но, в общем, говорят, серое вещество. Не видела его. Чтобы придумать что-то новое. Вот на сегодняшний день у меня есть филешки. Да, это шикарно, вы скажете. Но у нас на Украине филешки стоят 85 гривен килограмм. А килограмм свинины — это 100 с копейками. Говядину я вообще молчу. Поэтому мне выгодно взять бедрышки, вернее окорочка, мне выгодно взять курицу, сделать филешки. Вот. Так вот, у меня есть две филешки. Покупала по акции сыр. У меня здесь колбасный. Он у нас дешевый, 49 гривен килограмм. Я его люблю и с бутербродом, я его люблю добавлять и в разные блюда. Он придает очень такой пикантный вкус. Вот, с ним можно жарить котлеты, я показывала это уже. И добавлять в разные яства я это делаю. Мне он очень нравится. Он придает все-таки пикантный такой подкопченый вкус. И покупала по акции вот такой вот сыр. Даже сейчас и название не вспомню. Брала 104 гривны килограмм. Я взяла кусочек, но сыр оказался дешевая рыбка. Так вот, он не соленый, у него никакого вкуса, и я решила что-то попробовать все-таки его как-то хоть как-то съесть. Сыр я обожаю. Вот. Есть у меня приготовленное вот такое вот грибное рагу с замороженными овощами, картофелем, протушенное в сметанно-томатном соусе. Томата здесь совсем мало, больше сметанки. Я его не разогревала, просто думаю, как его применить. Также у меня есть соус, черный перец, соль, ну и приправа для курки. И сейчас я попробую из вот этих вот продуктов сделать себе шикарнейший ужин. Приступим. Итак, я хочу сразу разделать филешки. Я убираю вот эту часть. Ложу ее в тарелочку. А вот эту часть я сейчас попытаюсь разрезать. Так, у нас тут хрящик попался. Вот. Сейчас я его уберу. И попробую разрезать его кармашиком, чтобы можно было развернуть, как лодочку, и начинить. Кстати, филешечку я не разморозила полностью, чтобы можно было с ней, она в середине еще подмерзшая, чтобы можно было с ней как-то легче работать. Ну, вот такую примерно тут еще можно подрезать.
Еще чуть-чуть. Главное, не наделать дыр. Ну и эту сторону тоже немножечко подрихтовать. Вот. Вот такое изделие у меня получилось. Я его отправляю сюда, и со вторым сейчас проделаем то же самое. Вот. И филешечку. Самое главное не сделать дырку. Так. Ну вот. Вторая моя лодочка вроде бы как получилась. Вот. Все. Сейчас я убираю доску. Ненужную мне тарелку. И свои филешечки замариную. Сразу немножечко соли, черного перца. Я, честно говоря, с перцем не очень дружу, но все-таки немножко, хотя, наверное, не надо было в приправе для курицы есть свой перец. Ну ничего, уже, как говорится, поздно, батенька. Вот так вот. И немножко растительного масла. И хорошенечко все пережамкаю, чтобы это все у меня просолилось, промариновалось. Так. Ой, как хорошо у нас изнутри они удачно засыпала. Что получилось, что изнутри больше всего маринада. Вот. И теперь я оставлю на несколько минут, чтобы оно промариновалось. Когда промаринуется, мы с вами вернемся. Ну вот, друзья, моя филешечка замариновалась. И сейчас я ее буду выкладывать на противень из аэрогриля. Сам противень застелила вот такой вот коврик для жарки. Его можно использовать и в сковородке для жарки без масла. И к нему ничего не прилипает, не пригорает. Очень замечательно. Кстати, и аэрогрильку, я вам ее покажу, когда будем ставить. И этот коврик мне подарила моя сестренка из Германии Ирина Штульберг. Ирина Влог, Германия. Если кто с ней не знаком, заходите, смотрите, у нее много интересных видео. Подписывайтесь и дружите. Итак, я беру филешечку. Хотела сразу делать с овощами, но передумала. Ну, на то же я и женщина. Я смешала сыры. Сейчас я их подвину немножко ближе. И решила сделать вот такой вот фокус. Не знаю, что у меня получится. Я никогда такого раньше не готовила. Но сейчас попробую. Все в жизни бывает первый раз. Вот эту часть филешечки я ложу в серединку. Так, аккуратненько. И опять посыпаю сыром. И теперь свою лодочку пытаюсь
закрыть. Для того, чтобы она держалась, я хочу попробовать сколоть ее зубочистками. Вот так одна. И сейчас с этой стороны вторую. Вот так. Одна у нас готова. Не хочет она поворачиваться. Что-то. Сейчас мы ее вот так чуть-чуть выложим. Вот. И буду делать вторую. Вылаживаем. Сырочки. Еще часть филешки. И опять сырочки. Ой, что-то я сыром поскромничала. Ну ничего, сейчас мы ее сколем. Соберем, как говорится, до кучки. Тут у нас чуть-чуть разрезала больше. А это нежелательно. И все у нас получится. Вот так вот. Так, что-то глаз начал слезиться. Что-то у меня в последнее время начинает от этой самой, от штукатурки слезиться глаза. Вот так я ее чуть-чуть выверну. И отправим в микроволновочку. Весь оставшийся сырочек разложу сверху. Ну, да что ж такое. Так, друзья, я сейчас иду отправлять свое произведение в грильку и с вами встретимся. Вот, друзья, вот такую вот прекрасную штуку, прекрасный аэрогриль подарила мне Ириша, сестренка моя из Германии. Ну, так скажем, названная сестренка. Мы с ней познакомились здесь на ютубе. И вот, пожалуйста, вот так вот я установила свои филешечки на температуру. Ну, сейчас у меня стоит 200 градусов. И на 30 минут. Встретимся, когда уже будет готово. Смотрите, красота какая. Готовишь и видишь. Так что дождитесь конечного результата. Будем пробовать. Ну вот, друзья, вот такая вот аппетитнейшая филешечка у меня получилась. На великое мое удивление, сыр все-таки растаял. Но растаял где-то полностью. Растекся, я его практически не вижу. Вот это сверху остался колбасный сыр. Он не тает, он просто жарится. Вот такая красота. Я, естественно, уже приготовила тарелку, вилку и нож. И сейчас, откуда бы его, такой вот аромат, конечно, девчонки и мальчишки, превосходнейший. Вот. Запах обалденный. Вот так вот она выглядит в разрезе. Смотрите, сама филешечка очень сочная, с начиночкой. Прям сочная, аж сок течет с нее. Да, я даже не ожидала такого. Ну и сейчас попробую показать эту часть тоже в разрезе. Вот такая вот красота. Видите? Ну, и сейчас попробуем попробовать.
Нож тут практически и не нужен. Филешечка до такой степени мягенькая и сочная, что просто разваливается. Ну, как вы думаете, будет вкусно? Друзья, скажу, что я не напрасно потратила свое время. Моя фантазия меня не подвела. Сейчас я вот беру кусочек с начиночкой. Угу. Очень вкусно. Действительно, филешечка. Очень сочная, прям до такой степени сочная, что у нее сок внутри. Очень оригинальный вкус. Сыры дали все-таки свою лепту внесли. Я же говорю, очень вкусно. Мне приятного аппетита. А с вами до новых встреч. Ваша Ирина.